Первое, что воспринимает наш мозг, это цвет. Сложно недооценивать его важность, поскольку с него начинается формирование первого впечатления об увиденном. Виртуозное владение магией цвета говорит о мастерстве художника. Чем опытнее и смелее художник, тем крепче картина держит цвет. Подбор цветов на самом деле труд не совсем творческий. Он опирается на правила логического мышления и похож на решение уравнения. При этом переменные не должны быть похожими друг на друга, чтобы образовать контраст. Выбирая цвет в пару к зеленому, следует выбрать цвет, расположенный подальше от зеленого. Такой цвет называется комплементарным, то есть дополняющим. В поисках гармонии цвета можно использовать схемы. На первых порах они очень полезны. Со временем я запомнил цветовой круг и теперь обхожусь без этих помощников. Здесь подходящий момент поговорить о характеристиках цвета. Их три: температура, насыщенность и светлота. Первую мы видим на круге. Оттенки цвета выбранной температуры обыкновенно отображаются на квадратной или треугольной палитре. Последняя, по-моему, удобнее, так как она не имеет дублирующего черного угла. На треугольнике удобно обозначить группы оттенков. Я выделяю следующие: светлые и темные, яркие и блеклые, легкие и густые. Наличие трех характеристик допускает существование трех контрастов – яркостный, температурный и симультанный. Их сосуществование позволяет разграничить плановость и сфокусировать внимание зрителя на главном. На первых порах рисования я использовал цвета из одной группы, поэтому рисунки получались приторно насыщенными и неразборчивыми. Оперируя оттенками разных характеров, можно разнообразить цветовую гамму и написать рисунок более читаемым. В выборе палитры я прежде всего задаюсь таким вопросом: какое настроение должна создавать иллюстрация? Для создания дружелюбной атмосферы подойдут теплые тона с сочетанием ярких синих и зеленых цветов. Преобладание последних распределю на фон. Все цвета, кроме красного, ослаблю, чтобы красный выглядел сочнее. Желтый высветлю, дабы он не отвлекал от красного пятна шляпки и выделялся от фона. В моих действиях можно увидеть правило: характер цвета разных объектов должен решительно отличаться. В идеале соседствующие цветовые пятна должны иметь противоположный характер. Здесь я вспомнил о количестве, характеристики, относящиеся к теме композиции, но полезной и в работе с цветом. Количество, а вернее его недостаток, это повод повысить насыщенность цвета, иначе мелкие объекты могут не заметить. И наоборот, чем больше цветовое пятно, тем больше его можно разбавить. Теперь покажу пару приемов, которые использую в рисовании. Для начала поблагодарю возможности автоматизации программы Photoshop. Работа в этой программе позволяет записывать выполнение повторяющихся действий. Я записал команду редактирования цвета на клавишу клавиатуры. Вот здесь ставлю метку «Притормозить» и спросить мое мнение. По-моему, нужен красный. Да. Благодаря автоматизации мне не приходится блуждать по меню, отвлекаясь от творчества. Помните, время нужно расходовать эффективно, так? А чтобы рисовать еще и продуктивно, нужно помнить о режимах наложения слоя. Допустим, поставлена задача нарисовать что-нибудь в разных цветовых решениях. Один вариант готов, и теперь нужно добавить еще парочку. Для этого есть варианты коррекции, все они достойны внимания. Однако, в данном случае я соберу слои с изображением интересующего объекта в папку. К этой папке прикрепляю обтравочную маску и указываю режим наложения слоя Color. Этот слой я просто заливаю краской. Вызываю редактор и настраиваю цвет по вкусу. Как видите, меняется только цвет. Текстура, яркость и степень насыщенности остаются на месте. Теперь все, что мне не нравится, это отсутствие комплементарных цветов. Добавить их возможно очень быстро. Для этого я инвертирую изображение активного слоя и возьму интересующий цвет пипеткой. Еще раз инвертирую и продолжу рисовать. Замечу, что цветовая модель RGB предполагает не самые гармоничные пары. Имея знакомство с кругом Йоханнеса Иттена, сочетание можно улучшить. Сделаю цвет немножко оранжевым. Тени. Цвет тени – это то, над чем можно приятно позабавиться. Просто набрать цвет потемнее сильно скучно.
Для рисунка со сдержанной цветовой гаммой я использую один и тот же прием. Беру базовый цвет, немного остужаю его температуру, набирая оттенок потемнее и менее насыщенный. Для окрашивания освещенной области делаю все наоборот. В итоге получается небольшое температурное разнообразие. Если есть желание придать иллюстрации большую красочность, можно добавить дополнительный источник света. Причем в данном случае свет должен быть цветным. Нанести его можно методом тонировки. Для этого я создаю корректирующий слой карта градиента. В параметрах слоя укажу интересующий цвет для темных участков. Светлые меня не интересуют, трогать не буду. Вспомню об инверсии, чтобы подменить белую маску на черную. А теперь белой кистью покажу дополнительный свет там, где ему быть должно согласно схеме.